Добрый день, друзья! Сегодня я решил приготовить куриный суп-лапшу. Готовить я его буду с окорочками, не с грудкой. Окорочков понадобится 2 штуки, это вес одной грудки, здесь примерно 800 с небольшим грамм. Кастрюля используется на 2,5 литра у меня, можно взять на 3 литра, но я использую вот эту кастрюлю на 2,5 литра. Понадобится 1 луковица среднего такого размера, чуть больше, и 1 морковь. У меня луковицы крупненькой нет, поэтому я возьму вот 2 небольших, ну, может быть, не весь лук использую. Сейчас я поставлю 2 окорочка вариться в эту кастрюлю, залью водой почти под самый верх. В это время морковь натру на терке, лук нарежу мелкими кубиками. Когда вода в кастрюле закипит, ее сразу нужно снижать до минимальной температуры. Вот плита поддерживает режим до 9, у меня будет еле-еле-еле бурлить на 3. Тогда мясо получается более мягким, то есть оно на максимуме, если варить, более твердое получается. Вот. Варить я буду в течение часа. Собственно, все. Пока будет вариться, можно запассеровать овощи. Вот такой объем воды я наливаю в кастрюлю. Ну, само собой, окорочка мы предварительно хорошенько промыли. Убрали все лишнее с них. Убрали кровь, убрали перья, если таковые были. Срезали ненужные жировики и так далее. Так, бульон закипел. Вот так вот на 3 он будет теперь готовиться в течение часа. За это время я натру морковку, нарежу мелко лук и запассерую. Так, курица в течение часа проварилась. Что я теперь делаю? Я достаю окорочка и разбираю их на мясо. Кожу дальше я использовать не буду. Можно на самом деле овощи уже сюда пассерованные сложить, но я так не делаю. Я снимаю кастрюлю с огня и пока неспешно разбираю мясо. Затем верну кастрюлю на конфорку и доведу до кипения опять. Так, мясо отделили. Видите, достаточно много получилось. Опускаем его в кастрюлю. Добавляем туда же наши с вами пассерованные овощи. Все, ребята. После того, как закипит, оставляем вариться на слабом-слабом огне, опять с закрытой крышечкой, еще 10 минут. Так, ребята, прошло 10 минут. Остался пустяк. Солим. По вкусу перчим. Я добавляю буквально щепоточку прованских трав еще. Совсем немного. И добавляю
добавляем лапшу. Я использую вот такую готовую яичную лапшу. На эту кастрюльку хватает, когда густой такой, одной порции. Она в больших упаковках, там их штук, наверное, по 10. Вот, если у вас кастрюля больше, то побольше. Все. И закрываем, опять вариться. Согласно инструкции, от лапши на это количество времени и оставляем вариться. Вот моя лапша варится 5-6 минут, я буду кипятить 6 минут, затем оставлю суп еще настаиваться еще минут 10. Все, после этого он будет готов. Так, суп настоялся, доварился. Вот такая консистенция получается. Очень вкусный. Приятного аппетита. Так, друзья, что еще хотелось добавить? Если по какой-то причине в бульоне не хватило лапши, вот в моем случае одной пачки не хватило в этот раз, вы можете лапшу сварить отдельно к следующему приему пищи, вот в небольшой такой кастрюльке. Сварить просто в обычной воде, подсоленной, дать ей чуть-чуть лапше настояться, слить воду, переложить лапшу в бульон, перемешать и дать постоять минут 10, чтобы лапша напиталась вкусом бульона. И все. И дальше кушать. То есть лапшу можно от бульона отдельно варить, сливать воду, обязательно солить, конечно, лапшу, перекладывать в бульон, тоже в подсоленый, и кушать. Все, приятного аппетита.